Приветствуем вас на канале Раиса Гориченко «Дача, сад, огород, цветы». Сегодня продолжение темы посева зеленых культур, тем более их можно будет уже вот сейчас буквально повторить завтра и послезавтра. Сегодня у нас Водолей, мы ничего не сеем, а уже 19 и 20 в дни стихии воды в рыбах очень хорошо. И это еще третья фаза. Для зелени получается очень хорошо. Поэтому сеем и семена укропа, и петрушки. Но у нас после вчерашних двух видео очень много вопросов возникло. И это новички. И ничего страшного, что вы еще об этом не знаете. Мы обязательно вам сейчас ответим на ваши вопросы. И эти вопросы касаются того способа, когда можно в вазу какую-то, в кашпо большое посеять семена петрушки, что мы уже делали и делаем каждый год, и рассаду делаем для того, чтобы зимой иметь зелень. А вот укроп мы так не сеем. Мы сеем укроп каждый месяц для того, чтобы иметь постоянно вот эту прекрасную зелень и всегда добавлять в салаты, просто так пожевать, но и обязательно без укропа. Какие огурчики будут? Да никакие, они совсем другой вкус и аромат будут иметь. Поэтому мы укроп сеем каждый месяц, а иногда и чаще, для того, чтобы иметь вот эту зелень все лето. И, кстати, до морозов мы уже наблюдали даже -1, -2, до -5 укроп. Если есть еще какие-то сидираты, травы в огороде, укроп нормально переживает это, и днем потепление, и дальше вегетация идет. И мы зеленые листики эти все собираем. Ну и зонтики тоже обязательно для засолки. Так почему, меня спрашивают, почему нельзя одинаково в горшки посеять семена петрушки и укропа? Вы знаете, можно сеять, вы получите семена, но надо знать особенность этих растений. Хотя эти растения, и укроп, и петрушка, относятся к семейству зонтичные или сельдерейные. У них при цветении зонтики такие образуются. Вот, они чем-то даже похожи, но это разные растения. Давайте я еще раз напомню, что такое петрушка. Петрушка – это двухлетнее травянистое растение. Это и растение, которое выдерживает холод, потому что зимует себе спокойно. Ну и в жару нормально себя чувствует, формирует все новые и новые листики. Ну и любит влагу. При сухой почве оно не растет. В первый год вегетации, вот внимательно будьте, новички, в первый год вегетации петрушка образует розетку листьев и маленький корнеплод. Ну, все зависит от того, какая петрушка есть, корневая и есть листовая. Так вот, корнеплод у одного и другого вида разный, но везде образуется розетка листьев. И вот это первый год мы получаем листья. Весной начинается изобильное тоже листья образование. И только уже вот сейчас июнь и в июле уже созревает, то есть образуется на второй год цветоносный стебель. Он вот сейчас такой красивый, до 1,5 метра у нас вырос, растет. Мы его оставили на семена. И на нем вот такие красивые мелко-зеленоватые белые цветочки, собранные в сложный зонтик. Вот эти зонтики прекрасно притягивают очень много различных летающих и мушек, и вредителей так называемых. В общем, все сюда садятся и питаются вот этими прекрасными выделениями, когда созревают вот эти цветочки, открываются, созревают цветочки петрушки. Есть корневая и листовая эти петрушечки, но в корневой при образовании, вот мы сеем корневую, здесь можно срезать 30-35 вот этих в розетке получается 30-35 листьев.
А у листовой петрушки, вот этот хороший сорт, здесь больше зелени, ну, естественно, листовая называется, формируется в ней ветвистый такой тонкий корень и крупная розетка. Здесь 50-70 листьев формируется до момента цветения. Вот это большое количество вот этих листьев очень важно для нас, и вот мы из-за этого выращиваем и ту петрушку. Ну, корневая идет у нас в основном для того, чтобы, я люблю весной выкапывать и в супы вот эти большие корневища ставить, очень вкусно получается. Вот это что касается петрушки, это двулетнее травянистое растение, поэтому мы его выращиваем, вот пораньше сейчас сеем, оно всходит, набирает силы, и тогда можно просто занести уже в теплицу, и когда уже холодно, занести в какое-то помещение, так что это холодостойкое растение, там, где не отапливается, главное, чтобы был свет, и это растение будет дальше проводить свою работу, радовать зелеными листиками, наращивать листики. И только на второй год мы можем высадить, кстати, весной, снова же после зимы высадить в грунт и получить еще семена, и перед этим еще массу зеленых листьев. Вот такие вот эти растения, петрушка, их много сортов, и вот петрушка дает такое количество листьев, именно зеленой массы, витаминной зеленой массы. А вот укроп – это однолетнее травянистое растение, снова же семейства зонтичных. Здесь стебель одиночный, он сразу, кстати, формируется, вот начинает расти и начинает формироваться стебель, на котором появляются вот эти листики резные. Это одиночный стебель, прямой, ветвистый или почти простой, с высотой от 40 до 150 сантиметров. Есть разные сейчас сорта, есть без стебля так называемого, есть так называемые сорта, которые низкорослые и много зелени растет на них, но они все-таки это однолетнее растение. Вот я нашла такую информацию. Укроп – это монотипный род однолетних травянистых растений семейства зонтичные или сельдерейные, содержащий единственный вид. Этот вид называется укроп пахучий, укроп огородный. Хотя несколько сортов есть, но разницы практически нету в том, что это все однолетние травянистые растения. Кстати, по вегетации, по требованию они почти одинаковы. И можно их пораньше посеять весной, рано, когда еще есть какая-то влага. И в нашем регионе очень сложно летом вырастить, просто посеять, не будет расти, потому что дожди большая редкость. Поэтому мы вот таким образом сейчас, я вам покажу еще раз, как мы сеем. Обязательно для того, чтобы быстрее получить всходы, мы используем перекись водорода. Желательно свежую перекись, и тогда у нас на 8-10 день уже растения укропа появляются. Ну и обязательно заранее увлажняем очень хорошо вот эту бороздку, сверху засыпаем земелькой, тоже все это влажное, и укрываем. Обязательное условие – укрытие агроволокном. Если пленка и сильная жара, то получится, что растения могут зажариться, свариться там. Поэтому агроволокно, оно создает вот это комфортное состояние, и влага не испаряется. И в то же время вот эта температура нужная поддерживается, и растения хорошо всходят. И у нас вот, кстати, мы и иностранные семена покупаем укропа, и эти семена обработаны, но мы все равно в летний период, каждый месяц мы их помещаем на 5 минут в свежий раствор перекиси водорода, не смешиваем ни с чем, вот именно в эту перекись водорода. И никаких проблем нету. Да, цвет меняется, сами вот растения, сами семена имеют особенность, и петрушки, и укропа имеют вот эту оболочку. И вот эта оболочка не дает им быстро всходить, поэтому мы используем вот перекись водорода, которая разрушает вот эту оболочку и дает возможность семенам быстро прорасти. Ну а затем остается самое простое – поливать, ухаживать, иногда, если есть желание, подкармливать. У нас плодородная почва, там, где мы сеем, там уже заранее эта почва имеет какие-то хорошие
дерновая земля, хорошие питательные вещества, но можно еще и пройтись при подкормке других растений, пройтись по этим растениям, подкормить органическими удобрениями, а также полить под корень, тоже зеленым удобрением, болтанкой можно вот это дело сделать. И еще для укропа и петрушки важно проходить еще триходермином, когда обрабатываем, обязательно триходермин пройтись по листьям и под корешочек, обработать для того, чтобы они не болели. Вот такая важная тема. Я ответила на вопросы о том, какая разница и можно ли вот в горшках высевать семена. Можно, но у вас укроп в зиму не получится, потому что зимой это однолетнее растение выдаст все свои листики. И вот этот один вот красивый стебель, на котором вырастут листья, и затем на нем другие листья уже не растут, и другие не появляются стебельки. И розетка, естественно, здесь нету, как есть у петрушки. Поэтому сейте и петрушку каждый месяц, можно и дважды, в хорошие благоприятные дни. А как их узнать? Очень просто. Обращайтесь, у нас на каждый месяц есть агрогороскопы, и там есть посевные календари для того, чтобы получить самые лучшие периоды для посева любых растений, в том числе и зеленых культур, таких как укроп и петрушка. Ну что ж, мы ответили на ваши вопросы. Прощаемся с вами. Всего вам самого доброго. До новых встреч на нашем канале. Мира и добра и хорошего вам урожая при благоприятной погоде.